Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Сегодня у нас наконец-то владыка разлома будет, я надеюсь. Дойдем до него. По крайней мере, прямо сейчас отправимся в его подземелье, которое уже загорелось на карте. Задание мы туда уже получили. Одолеть владыку разлома. Главное задание. Рекомендуемый уровень 21, при том, что каппа здесь 17. Интересная рекомендация. Спасибо за такую рекомендацию. Итак, вот здесь у нас цель. Сюда мы пойдем. Но прежде чем мы пойдем, давайте потратим все свои расходники, чтобы сделать все свои шмотки синенькими, там, зелененькими. В общем, насколько у нас чего хватит. Для этого... жалеть их не стоит. Ну, как бы, именно для этого мы их и копили. Все эликсиры, все вот это вот. Все такое прочее для босса. Так, сначала сделаем шмотки, потом оценим карты, то есть посортируем, поменяем, там все такое прочее. Вот. Ну и зарядимся разными бутылочками. Так, для начала, что мы тут? Синие шмотки купим, если есть хорошие. Хороших нету. Почти идеальный пояс. Синие. Интересуют только синие. 4 инициативы, это не так уж много. Так, тут ничего нету, кроме руны возврата. Руну, конечно же, берем. Руны нам белые все нужны. Среди них почти все полезные. Так, ну вот шмотка на 3 дырки тоже интересная, ну ладно. Итак, Кирилл всем бобрового пожелал, и мы Кириллу желаем всего доброго. Фух, итак, пошли в наши тайники, кстати. Можно тут подсортировать сразу нам артефакты. ОЗ боссов нам, конечно же, подойдет джезл. Все герои получают 0,25 очков стратегии, ну не знаю, наверное, оставим. Все характеристики еды на 1 очко, пожалуй, что оставим. Вот насчет золота я не уверен, что нам оно нужно будет. Фортуна то же самое. Бертрама у нас нету. Люциуса нету. Припасы не нужны. Возможно, не нужны. Давайте откроем еще один артефакт. Если ты выбрасываешь 20 во время проверки событий, понятно. Так, ну и еще один артефакт откроем. Исследование миссии Пьера. Ну, понятно, снова Пьер тут. Тут не на то нам все это дали. Ну тогда ладно, не забьем на это дело. Пойдем нашей толпой. Во втором акте не забывайте раскидывать характеристики и шмотки по своим персонажам, тем, которые просто сидят. Так. Добро должно быть с обузами, с зубами. Бобро и плотиной. Хе-хе. Добро должно быть с обузами. Слушай, я тут оговорился, но что-то чувствую, логика в этом есть некая. Итак, выгребаем отсюда все. Все, расходники всякие разные. Так, руны, кстати, тоже можно все выгрести отсюда. Расходник ярости, я думаю, нам нужен будет. В навыке силы нам, конечно же, не нужна руна. А тут, по-моему, тоже... Да, тут тоже в навыке силы. Скрытность нам тоже не нужна руна. Вот это что? Могущество. Отличная руна. Будем вставлять. Так. Фокус. Фокус это же, по-моему, эти каналы. Да, это каналы как раз нормально пойдет. Так, вот это у нас что? Превращает руну в случайную руну того же цвета и ранга. То есть можно вот этим зубилом красную руну подточить. Найти какую-нибудь более подходящую руну для нас. Так, слушай. Давайте глянем. Красная руна 2-го ранга. То есть восстановление 4 ОЗ, наверное, тут будет. 2 очка мощи. 2 очка ярости. Истинная сила, не знаю, что тут может модификация какая-нибудь быть.
4 козе и так далее. Ну, реген, вот ярость, интересно. Ну да ладно. Нет, наверное, не буду я ее пока долотом долбить. Хрен с ней. С такой. Точнее, без нее поиграем. Так, свитки портала нам явно не нужны. Благословение мы возьмем. Здоровье. Здоровье, очки действия. Здоровье, это мы возьмем. Так, эти мы все возьмем. Сейчас прям зачаровывать начнем этим тоже. Ну и вот это, наверное, брать не будем, легендарку. У нас просто столько хп нету. Да и вот это, наверное, тоже не будем. 60 УЗ, зачем нам? Так, вот это мы возьмем. Все. Перенести. Поехали. Свои шмотки. Так, что у нас из шмоток можно улучшить? Итак, первая шмотка, точнее, первый расходник, который нам первым лучше использовать, это преобразует ценность предмета в случайный. Случайный. Так, лучший предмет, который у нас есть, это у нас что сейчас? Серенький, конечно же, смотрим. Это я у Пьера смотрел. Ну вот, шапка к интеллекту, нормальная тема. Так, кого я смотрю? Тут 2 урона от атак, тоже нормальные. Так, 1 ксилин, не особо нам надо, тоже не очень хорошая. Пояса на проверку, считаю, просто слоты у меня занимают зря. Вот, ну блин, тут 2 дырки, это мало. Модификатор хороший, 2 дырки это мало. Вот, наверное, кольцами сейчас займемся. А, вот хорошая, кстати, штука, короткое копье. Давайте сначала его сделаем. Так, короткое копье. Давайте попробуем. Ну, что ты будешь? Сортировки нету. Вот оно, короткое копье. В зеленое превратилось. Начни битву с 2 очками критического удара. Максималка 4 очка критического удара. В общем, не очень выгодно, поэтому дальше качать мы эту шмотку не будем. Но выбрасывать ее, конечно, тоже пока не будем. Пусть она у нас остается. Эту мы потратили. Теперь что? Улучшает обычный предмет до редкого сразу. Вот теперь кольцо. Активировать обычный предмет. Выбираем до редкого. Кстати, вот это тоже можно сделать. А, почему? А, у этого типа нам зачем? Те, которые на складе у нас персонажи лежат, ну как на складе, ну вы поняли. Их шмотки тоже участвуют в апгрейде. Неожиданно. Так, так. Где там кольца? Вот кольцо, 5 к инициативе. Ну, в принципе, оно тоже нормальное. Давайте его улучшим. 1 к урону от атак в ближнем бою, 1 к силе. Ну, короче, к урону от атак в ближнем бою не очень удачно получилось. Да, и это кольцо тогда лучше отдать тому, кто в этом ближнем бою сражается. Да, вот инициативу эту обратно сюда вернем серенькую. Так, что мы еще? Еще 2 раза можем. Так, ну давайте еще то колечко поищем. Вот снова к инициативе. Что тут у нас? Дает 0,2 ос в начале битвы, 0,3 максималка. И 1 к интеллекту. Это мне нравится, это мы оставим. Это пойдет. Так, ну, ос тоже плохо, конечно. И последнее, вот это колечко заточим. Так, вот оно, 2 к атаке. 1 к урону от атак в ближнем бою, снова 1 к сопротивлению хаоса. Ну, в общем, тоже передадим второй своей подруге. Итого, вот это колечко ей даст плюс 3 к урону от атак в ближнем бою. Ну, в сумме. Верхняя строчка плюс средняя. Но так как она долбит в ближнем бою, то ей это даже хорошо будет.
Так, это мы расходники все потратили. Теперь потратим, точнее, бутылки в руки дадим. Тут только на двоих хватит мне. ХПшки целителю вряд ли вообще нужны. Это мы, наверное, выложим. Что тут у нас есть интересного? Ярость. Ярость. Позволяет нанести на 40% больше урона следующим ударом. Вот ей как раз она нужна, потому что у нее как раз вот этот вот удар, праведный удар, перед его применением хорошо бы было зелье силы кастануть. Почему? Потому что она вот именно праведный удар имманентный урон наносит. Или как правильно сказать-то? Короче, урон не статусом, вот. Где-то статусом у нас наносит основной урон. 65 статусом и 22 прямой урон, так скажем. А вот у этой девочки хороший урон прямой, поэтому ей дадим ярость. Еще есть фокус, это на каналы. На каналы это явно деду нам надо отдавать. На каналы. Очки действия. Вот давай, наверное, один фокус дадим. И 1 хп плюс очки действия. Вот так сделаем. Все, замечательно. Остался у нас что там? Один расходник на хп. Ну, раз на хп, значит сюда пойдет. Все, снабдили. 4 очка иммунитета. В общем, неплохо она может на себя наколдовать всякой дряни. Ну и сюда мы, конечно же, на очки действия запихаем одну пилюльку. Так, то, что не использовали, лучше сразу сюда сложить, потому что вдруг сдохнем. Ну как бы, что бы нет. Что бы нам не сдохнуть. Это мы с собой возьмем, зелье воодушевления. Мало ли, может быть, там по пути придется потратить. Так, теперь сделаем... Так, теперь с рунами. С руной, подожди, с руной. Так, ну да, мы ничего не сможем. Пыли мало, кристаллов мало. Вот, есть сфера предсказания, кстати. Можно усилить предмет. Давайте усилим. Пойдем к ювелиру. У нас у деда есть вот этот посох, он тоже топовый. Он тоже имбовый. Если мы его сможем усилить так, чтобы не понерфить... Ох, сейчас я прям это самое боюсь реально. Так, не тут. Не хочется мне его испортить. Вот он. Жезл, который можем испортить. Надеюсь, не испортим. Да, жопа получилась. У нас ярости самой по себе нету, так что негатива мы не получим. А вот +1 к урону от атак в ближнем бою нам никак... В общем, и положительные, и отрицательные факторы нам никак не нужны. Никак на нас не повлияют. Снимать мы чары не будем. Ну ладно. Все, теперь точно можно идти. По-моему, я уже все сделал. Карты мы... А, карты теперь, да, проверить. А, подожди, руны же я еще не ставил. Руна возврата возвращает... Увеличивает урон на 25% и шанс вернуть карту обратно в колоду. Так. И шанс вернуть карту обратно в колоду. Это мне надо какую-то разовую карту, которая, например, у нашей девушки есть. Разовая карта. С уроном желательно. Разовая еще и с уроном. Так, у нее нету ничего такого подобного. Так, у этой тоже здесь нету брони. Так, походных у нее и не было. Угу. Так, может, атакующая какая? Нет у нее атакующих, конечно же, точно.
Так, разовая. Тут тоже разовая нет. Да что ты будешь делать? Ну, урон нету, разовой нету. Ну, это лишь шмотки перебросить. Такое себе. Не хочу я шмотки перебрасывать. Ладно. Руна, без нее пока будем воевать. Могущество. Вот могущество мы сможем вставить. Погоди, а почему? Заклинание. Тогда вот эту, да? Да, вот эту мы возьмем. Она уже с могуществом громовой шквал. Вот этот громовой шквал у нас без могущества. Сейчас мы его сделаем с могуществом. Синий же надо. Чтобы синюю ячейку сделать, нам что нужно сделать? Сейчас мы ее сделаем. Шапку покрасим. Шапка. Вот она. Покрасим ячейку на синюю. Есть, получилось. Теперь вставляем могущество. Замечательно. Все, громовой шторм у нас будет игнорировать броню противников. Все, можно отправляться. Фуф, подготовились. Я палочки не купил. Алтарь вот как раз. Хорошо, что я вспомнил. Палочки надо покупать. О, погоди, а где они? Здесь точно. Благовоние купили? Купили. Побежали. Игрушку, кстати, классную нашел. Мини-игру простую до безобразия. Вот Аполлон говорит, она плохая. Смит. Короче, кузнец, некромант. Очень похоже на Оверлорда. Кто аниме смотрел, тот меня понял. Фортуна, припасы, магическая броня, редкое оружие и так далее. Клепаешь нежить, она сама бегает, всех убивает. Можно за одну из нежитей самому управлять, за любую. Перебрасываться управление между ними. Ну, в общем, довольно весело. Время убивает хорошо игра. Если что, рекомендуем. Так, все, заходим в туннель. Стоит, кстати, игрушка в Стиме 70 рублей, так что у меня там остаток лежал, купил. Наконец настало время покончить с владыкой разлома. Ничего, драться придется. Хорошо, что я баф пока не кастанул. Кастанем перед боем. 45 дней до вознесения. Так, сейчас тут 15 уровни. Нам они, конечно, не противники никак. Бац, и отлетел на них. Я могу. Так, что там у нас? Идет вообще трансляция-то? А то я сейчас подгоняюсь. Ну, судя по Стиму, вроде все идет. Так, здесь тоже вроде все идет хорошо. Ну, можно долбануть. И в защиту встать. 19 обороны. Так, он мимо бьет. Этот на себя броню. Этот по нам бьет 14 урона, так что нормально. По нам 14, а мы долбанем на 104 урона. У них ничего, никакой сопротивляемости нету. Поэтому просто будем долбить. Все норм. Хорошо, Ал, спасибо большое. Так, паучок.
А, я ж хотел еще меч переложить в руку магу. Да-да-да, забыл. А зачем ему перекладывать меч? У него тут жезлы хорошие. Ладно, сами будем паучков вызывать. Это вот я или погулять вышел. Этот тоже по последнему бьет. Так, этот теперь по пауку бьет. Ну что, обязательно передвигать, что ли? Ранг взять или благословление, насмешка с укреплением? Да, наверное, ранг возьмем. Так, вот он, праведный удар. Че я там с этим праведным ударом хотел сделать? Не помню уже. Как-то усилить прямой урон. А, руной. Не помню, что я там делал. Ну ладно. Так. Воскрешение в наличии. Так, все, этого больше нету. Минус 2 паучка. Еще сейчас 3 придет. С телепортом и ядовитой землей. Конкретные клетки. Понятно. Эти только вперед бьют. Можно вот сюда перейти. Или если мы... Давай посмотрим. Так, заряд, во-первых, магический. Крит у нас есть. Теперь, наверное, усиление ледяного ветра сделаем. Да. Ну и ледяной звездой колданем на 100 урона. Давай вот в этого, а то он там что-то броню на себя накидывать собрался. Еще один заряд. Пока не буду кидать, вдруг придет тот с критами. Может, не придет, ну и ладно. Так. Громбаба. Громбаба. Да, пожалуй, что? Долбанем немножко. Ну, можно даже и не уходить, кстати, шипами еще больше урона нанесем. Так, пойдет. Угу. Этого нету, двоих убили. Отлично. Ну и можно немножко избить следующего паука. Зарядил. Наконец-то я вспомнил, что крит заряжаю. Сделал все правильно. В правильной последовательности. Минус 3 паучка. Остался только мини-босс. А, он же там ядовитую землю раскидывает, а я не ушел оттуда. Ну ладно, сейчас сниму. А, дед первый ходит. Значит, отхилю. Опять дед у меня постоянно ломается, когда начинает ходить. Что-то баг какой-то в игре. Покопим лучше очки стратегии дедушкой.
Так, чё, как будем хилить-то? Надо, наверное, прямым лечением отхилить. Прямым оно поэффективнее получится. Все. Загнобили паучка. Следующий. Редкие кристаллы — это хорошо. Плохой пояс. Все плохое, значит, пояс на разбор пойдет. Короче, редкие кристаллы выбили. Еще одни. О, сразу следующий уровень. Что-то Аполлона нету на мою голову, который бы сказал, что я пропустил ветку. Следуем. О, Альфонсо, нюх на золото, отлично. Сундуки, открытые вместе с ней, содержат один дополнительный предмет. Сундуки. Погоди, сундуки только, да? То есть стойка с оружием — это не сундук. Тогда вот так надо сделать. Двуручный меч. Кстати, у двуручных мечей я картинки другой не видел. Только одна вот эта вот. Бастард или как он там... А, не, Бастард это одноручный. Не помню, как он называется. Великий меч. Ну, сверху уже написано. В общем, по-моему, только одна картинка на него. Разраба чуть ленится. А может, я не видел просто других. Так, сможем мы отсюда потом туда добежать? Наверное, сможем. Проверка на интеллект. Расходники усиливают эффект на 21%, максималка 25%. 1 к хаосу, максималка 2. Ну, плохой пояс. Плохой, но, возможно, лучше того, что у нас есть. Да, лучше. В любом случае, пояс не на разбор. Так что все ок. Это точно на разбор. 4 к урону от атак в ближнем бою. Все двуручное оружие, то есть двуручный меч, двуручное копье, все идут на разбор. Вот арбалеты с луками, они нормальные, потому что под них еще можно колчан запихать. А вот двуручные мечи и двуручные копья, там все. Там только одна шмотка будет у тебя в руке, но это плохо, потому что это всего 3 дырки вместо 4, которые могут дать 2 предмета. Ну, плюс усиление, понимаете, да? Усиление, которое на двуручное оружие вешается, оно либо равное, либо меньше, чем суммарное усиление, которое вешается, ну, зачарование, модификаторы, в общем, в целом, вешается на 2 предмета. Так. Эх, не добежим мы до туда. Не добежим. Ну и ладно. Хил. Исследование. Блин, прям по-царски исследования падают. Куда-то вот сюда надо встать. Так, от нас побежал. Палочка нормальная. Руны. Ах ты ж, цапнули нас. Красная. Истинная сила. Начни битву с этой картой в руке.
Это вот кто-то тоже подхвалил эту руну. Ну, в принципе, за неимением других можно и ее поиспользовать. То есть, если у тебя, допустим, вот красный слот есть, атака есть, какая-нибудь карта на атаку. Допустим, мы сейчас ей отдадим. Плюс 1 очко действия. Хиллеру-то оно, наверное, повыгоднее, чем питоводу. Не знаю. Так, и сюда вот мы это дело... Это у нас уже заряжено в оружие. Это лучше сюда не пихать. А, нету у нее, да? Свободных карт на атаку. Нету. А у кого есть? Барьеры, да? У тебя есть на атаку вообще? Нет? Нету у него тоже на атаку ни хрена. Что делать? Пока на родину все это дело верну. А, ни у кого нету карты на атаку. Так, ладно, а что у нас на защиту? На защиту, вот. Это в ботинке у нас, вот это вот на защиту есть, но... Что у нас руна делает, я уже забыл. Что-то другое, да? А, истинно, начни битву с этой картой в руке. С этой картой в руке. Битву с картой отклонения. В принципе, можно замутить такую тему. Давайте, ладно, сделаем. Только, наверное, у хиллера. А она же не будет мешаться? В смысле, она же не... Как дополнительная пойдет? Вот этого я не знаю. Она как дополнительная пойдет или вместо какой-то из... случайных. Если как дополнительное, то хорошо. Ладно, пусть будет. Так, тут 12, тут 12, тут 12. Все верно. Идем дальше. Ловим бродячего торговца, покупаем. Что он нам продаст? Во, и припасы. Так, тут просто вопросик, а вот тут у нас уже какой-то путь будет. Но отхилиться можно будет и здесь, так что нормально. Сейчас можно даже на схватку нарваться, в принципе. Ничего страшного. О, руны, руны, руны. Руны нам обязательно нужны. Так, ну, на схватку заодно встанем тогда. Нажимная ловушка. Нет, спасибо. Не интересует. Эх, не дотягиваюсь. Мулипусечку. Ну, где ты там? Нет, собака серая. Можно на руны забить. Материал для создания случайное оружие. Оружие, наверное. Лучше материал, расходники и оружие. Нормально.
Осколочная бомба. Арбалет. Черт, ни то, ни другое мне не надо. Лучше бы на руну пошел. Тоже знал. Сергей, привет, привет. Не смотрю прохождение, потому как сам играю. Расскажи, пожалуйста, где припасы покупаются в начале первого акта? В начале первого акта, где припасы? Ну, в городе, если у тебя в городе ты задание не выполнил, там постепенно будут появляться персонажи, которые продают кто шмот, кто припасы, кто там еще что-то. Только там смотри аккуратнее, там есть вкладки у этих торговцев. Например, у монашки, которая целительница, и в таверне, которая девочка. Койки. Если ты их уже открыл, то у них отдельные вкладки, обрати внимание, на припасы. То есть надо нажать, я тебе сейчас не покажу, в общем, ткнуть одну кнопочку надо будет там. Так что смотри в оба. Так, а куда мы? А, вот наверх идем. Точнее, как наверх, вниз. Ярус 3, королевская усыпальница, вот он босс. Нашли мы владыку разлома. Так, тем, кому не нужен спойлер, глаза закрыли. Сейчас будем драться с владыкой разлома. Боссом первого акта. Победите владыку разлома и положите конец его злодействам в западе. А мы еще не фуловые, да? Я бонус не активировал. Сейчас нельзя, да? Вот нажиматься нажимается, а насчет активации я думаю, нифига она не активировалась. О, нет, смотри, активировалась. Так, ну-ка, что, лак, что ли? О, я лак нашел, ребят, багаюс. Поняли, как делать? Еще один лак. Ну, не знаю, вырезать потом, что ли? Или отдельно? Не знаю, как это потом показать. В общем, это лайфхак тоже еще один. Ну, или какой же это лайфхак? Багаюс, самый натуральный. Сколько тут разных благословений? 4, 5. Сейчас все посмотрим. Что вы думаете? Ну, 5 разных, я так смотрю, больше не активируется. А, нет, вон что-то еще одно появилось. Вот так вот, случайно, я говорю, вот в этой игре все так. Случайно, находим баги, находим плюшки. Мантра спасения. Замечательно. Так, ну, все, не все. Сейчас посмотрим, сколько всего разных эффектов от благословения бывает. А то мне тут пророчили, что я проиграю. Нет, конечно, я не для этого делаю, а чисто... Все, я так понимаю, больше нету. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разных эффектов благословения. Ну, тут уточнений нету, поэтому вот здесь можно посмотреть прямо сейчас, что может выпасть. Сейчас медленно все это дело пролистаю. Если что, потом можно будет в записи посмотреть. Что вообще дает этот свиток, стоит ли он того. Ну все, посмотрели. Поехали драться. Ах ты ж, теперь мешаются, мне прочитать нифига не могу. Ты оказываешься в огромном подземном помещении. Местная архитектура поистине достойна созерцания. Особенно платформа, подвешенная в центре. Под ней простирается бездна, такая глубокая, что дно, если оно вообще есть, сокрыто от глаз непроглядной тьмой. Кинь кого-нибудь вниз. Когда крикнет, значит дна достиг. Так, на полу платформой нарисована пентаграмма. Очень похожая на те, что тебе доводилось видеть в логове культистов и лесной пещере. Над ней парит владыка разлома, а напротив него лежит иссушенное тело короля Андаро. Стоило проделать столь долгий путь, и все ради мучительной смерти. Что ж, так тому и быть, злорадствует владыка разлома. Это он нам говорит. Кто жучара?
Чё я жучара-то сразу? Оно все равно только на один бой, эти бафы. Неужели мы наконец второй акт увидим? Каких-то 7 стримов, не говори. Игрушка что-то короткая, да? Всего 7 стримов, 1 акт. Это что, еще там 7 стримов, второй? А их 4, да, акта? Ой, что-то нету тут ничего интересного. Что он там делает? Призывает скелета, призывает зомби, накладывает ожог. Имеет иммунитет от проклятий и шипы. Хрупкость, получаемый урон увеличивается на 5. Какой на 5? На 30%. Длится 5 ударов. Одно очко озноба, это он, когда нас бьет, да, он накладывает 1 очко озноба. Понятно. Так, что у него по сопротивлению? Ух ты же, он против холода заточенный, ты смотри, что, как я его убивать буду? 50% иммунитет к холоду, вот жучара где? А у этого тоже на холод иммунитет. Ну ладно. Как-нибудь так справимся. А вот что получится. И мне надо смещение сделать. Че, может тогда по этому сначала ударим? По верхнему. Да, давай, наверное, с верхнего начнем. Так, 1 очко, и здесь будет 2 очка. Нормально, как раз хватает. Иммунитет. Спешка. Броня. Ну ладно, просто отклонение все-таки надо вешать. Так, понеслась. Блин. Так, еще разулечку. Шмяк. Не повезло с их сопротивляемостью. Интересно, каждый раз разная у него сопротивляемость у владыки? В каждом новом трае или нет? Так, сколько тут карт в руке? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слушай, ну по-моему оно 6 и было. Или я кому отдал? С защитой. А, я вот ей отдал. О, у нее что-то карт вообще дофига стало. Не, наверное, все-таки она внеочередная. Истинная сила. Добавляет карту плюс ко всем остальным. Это хорошо. Так, что нам нужно сделать? Офигеть, 5 очков действия. Отклонение нам пока не надо. Можно 2 соколов призвать и отклонение на себя повесить. Наверное, так сделаем. Паучка мы не сможем призвать, поэтому я его карту эту брать не буду. А вот стадо нормальное пойдет. Хочу потому жмякнуть. О, могу. Ой, кстати, у него сопротивляемость
отрицательное к физическому урону. То есть замечательно сейчас урон будет. Я так понимаю... Нет, маловато, еще больше надо урона. А как я там заряжался, что-то там хилом? Это просто оборона. Когда ты лечишь союзника. Чё же мне... Так, а если я сделаю отклонение, потом отхилю союз... О, точно, отклонение. Блин, чуть-чуть не хватило очков стратегии. Черт! Сейчас бы отхилил, зарядился на 11 крита еще дополнительных. И тогда бы я его точно хотя нет. Я же нанесу не 73 урона, там у него еще защита 25%. Нет, я бы его все равно не убил. Ну, отхилиться все равно не помешает. Правда, ей бы первой ходить, чтобы критический удар накладывать на союзников. Ей инициативы повыше надо. Так, Катрин нужна инициатива. Запомню я это или не запомню? Должна ходить первой. Так, это я себе выписал, потому что я точно не запомню. А тут еще что у нас? Ярость, очко действия. Вот можно было очко действия использовать, и тогда бы мы его, наверное... Ну ладно. Нет, 35 хп все равно осталось. Это много. «13 урона в зоне квадрата накладывает 11 озноба. Заклинание канала. В зоне квадрата. Но мы из него выйдем просто. Существо в самом дальнем. Ну, то есть надо хиллером отсюда выйти из этой зоны. А дед пусть стоит танчит. Наносит 17 очков урона в самом ближнем ряду. Понятно. Ничего страшного. Оборону сразу достанем. Так. Можно сюда, кстати, выйти. У меня очки движения-то... А, нет, нельзя мне их тратить. А, погоди, надо наоборот. Я сейчас заряд маны сделаю. Сколько у меня там? Один канал? Да, мне надо будет сделать. Сюда. Все, можно будет Катрин не выходить никуда. Заряжаемся. И усиливаем ледяной ветер. 2-го ранга. Поможет нам. Хотя это озноб. Да хрен с ним. Как-нибудь да поможет. К сожалению, на урон ничего нету, а у нас 34 критического удара накоплено. А мы что, не прикованы, что ли? Не понял. А как так? Иммунитеты вот эти поди какие-то висят. Это же замечательно. Так, громовые шквалы. Стена шипов. Сначала, наверное, стеночку сделаем. Теперь все с могуществом громовые шквалы. Да у них ни у кого брони нету. Смысла от этого могущества. Ну и какая территория огромная. Фиг попадешь. Союзник получает насмешку и укрепление. На ледяные шипы тоже насмешка сработает или нет?
Блин, я не в курсе. Тут случайные клетки. Да ну нафиг, не буду я насмешку кастовать. Так. Этого пусть добивают. Союзника надо передвинуть. Или не надо? Броню накинуть. Да, давай, наверное, накинем. Пусть танкует. Вот она лучше. Бафферу, конечно, желательно первым ходить. Но криты, если ложатся на уже походившего героя, то переносится на следующий бой. Ход ты имел в виду, наверное. Но вообще криты нифига, они слетают сразу же. То есть они по окончании хода. В конце хода, смотри, эффект заканчивается в конце хода. Неудобно, просто может у союзника в следующем раунде и атаки-то не будет. Так. Не будет крита в следующем ходу, так что он слетает. Это ты со слабостью путаешь. Или как она там? Уязвимость. Уязвимость на следующий ход спокойно переносится. Она, пока ты не ударишь противника, она не слазит. Так. Заряжаться, в принципе, ей тоже не надо. Так, что там? Урон сюда и сюда. Отлично. Этот сюда под прямой. А этот ожог на меня. Ну, давай сюда туда встанем. Или погоди, мне надо, чтобы шипы сработали. Да, мне надо, чтобы шипы сработали. Пусть лучше здесь стоит. Тропа духа. Насмешка. Ну ее нафиг, эту насмешку. Тропа духа, неуязвимость. Интересная штука. Вдруг что босс интересное начнет кастовать, мы сразу раз. Неуязвимостью. -1. А если сам на себя кинул и не использовал, да, слетит. А какая разница, кто на кого кинул? Даже если ты на них кинул, и они не использовали, тоже слетит. Написано, что в конце хода. Или ты что-то знаешь, что не знаю я. Но если оно слетает, значит это баг. Когда вот это заканчивается, все походили. Вот на этом моменте все слетает. Все криты. Вот с этого момента уже нету критов. Так, по крайней мере, по моим наблюдениям, оно так и работает. Все так и работает, так что все нормально. Что насчет праведного удара? Убьем. Пожалуй, что одну тварь. А другую покалечим, да? Ну, надо хп как-то отнимать все равно. Вот смотри сейчас. А, на себя, да. На союзника руку помощи кину. Смотри. Видишь, у него критический удар 11. Вот, когда он будет ходить, на нем уже не будет критического удара вот этого. Ну, либо я ошибаюсь. Вот, и на ней сейчас 2. Но на ней точно не будет, раз мы не использовали. Так, нажимаем. Критический минус. Слушай, сразу слетает. Даже не здесь. Сразу после ее хода слетел. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раунд начинается. Сейчас на деда смотрим. Пока ничего не слетело. 26. Минус обороны. Нет, нифига не слетает. А, в конце хода персонажа. А не в конце первого хода в целом. Вон оно как. Ну, блин.
Евгений, красавчик. Спасибо большое. Полезная информация. Тогда ей не обязательно ходить первой. Катрин зачеркнул. Не буду я с этим париться. Красавчик, Жень. Блин, респект тебе и уважуха. Так. 4, да? Мне хватит. А, дед же ходит еще. Еще больше крита. Хрупкость 12. Ничего не понимаю, откуда у него хрупкость появляется? Это мы что ли накладываем или нет? Озноб, шок. Ну это капец, я его буду вечность убивать. Накладывает беззащитность. Существо в самом ближнем ряду. В смысле ближнем? Конкретные клетки. Сферы холода. Вот теперь ближним. Так. Беззащитность. 2 очка. Блокируют карты с меткой защиты. А, надо птиц, кстати, сюда мне переправить еще. Так, это мы сделали. Защиту на себя повесили. Сюда нельзя было вставать. Надо еще дальше переместить. Все, нормально, теперь нормально. Так, а что у него там, кроме отморозки? А, хаос, защита от хаоса. То есть его можно, в принципе, молниями бы было, если бы территория маленькая была. Ну и вот остается праведному ударами колотить, колотить, колотить. Идти колотить. И небесными ударами. Кстати, это ожоги. Тоже нормально проходит. Это нечестно, да, нас 5, а он 1. Кто-то играет в Тею. Что там, Скавенов уже добавили? А, оно же взорвется сейчас. Существа в указанном направлении. Вот здесь получит дед, да? Или погоди. В каком направлении? Ничего не понятно. Ну и фиг с ним, там 5 урона. 35, смотри, атакуют все цели на линии, нанося в общей сложности 8,6 очков урона, равномерно распределенного по всем доступным целям. Цель — существо в самом дальнем ряду. Если все существа находятся в одном ряду, приоритет... Так, задний ряд.
Что я хотел сделать против этого? Иммунитет долбануть, да? Есть у меня, у моей, наверное. Хотя не знаю, может нету. Есть тропа духа, неуязвимость есть. Не иммунитет, неуязвимость. Вот он. Сейчас мы его кастанем. Ал, привет, привет. Сейчас бы кровотечение бы ему хотя бы на 50. Он по линии бьет, а не одну цель. А, всю линию бьет. Понятно. То есть надо будет нам отсюда увести. Понятно. Спасибо, спасибо. Нам надо тогда сюда встать сначала. Потом сюда. Потом стенку, наверное, сделаем. На всякий случай. Так. Ой, как хорошо в него все попало. Прикинь, вот сколько клеток, а попало 4 раза в него. 4 из 5. Жесть. Ну и одна какая-то сюда долбанула. Молния. А нефиг таким длинным быть без громоотводов. Вот в него все и летит. Все по физике, по законам физики. А почему он потому начал бить? А, в самом дальнем ряду. То есть мне вот эту птицу... Черт. А, передвинуть же могу. Че я парюсь? Сейчас мы ее куда-нибудь... Блин, а ее тут передвинуть-то некуда. Тогда она не ударит. И пофигу, пусть она не ударится. Да что за фигня-то у него? А, потому что она здесь стояла, да? О, точно. Зря птицу перетащил. Тропу духа не успел. Не забыть бы кинуть. Все. Четко. 69 урона, да хрен там тебе. А если он меня пробьет? Я же сдохну. Или не пробьет? Блин, мне страшно. Откуда я знаю, что будет? Ну давай посмотрим. Если бы мы знали, что будет, но мы не знаем, что будет. Проблема в том, что некоторые боссы могут эту линию изменять. Так что проверяй. Вроде если они умеют менять линию, то они меняют на ту, где больше существ. Нет, тут не по тому принципу. Тут принцип по прямой. Если нет, то сверху вниз отсчет идет. Защита от урона. Там полная защита. То есть меня точно не убьют, да? Ну давай проверять. Но на деда крит кинем. Отлично. Так, и себя зарядить надо.
44, удар. Хрен тебе выкуси-накуси. Накуси-выкуси. Все, ничего не получилось у него. Обломался владыка разлома. О, еще и вороны долбанут его. А, нет, показалось. Все цели теперь в ряду. Не в линии, а в ряду. Самым ближним. Самый ближний ряд идет. То есть мне снова надо мою девчонку сюда перекинуть. У нее неуязвимость осталась. Ну, тут 26, тут вообще можно и самим ткануть. Так. Дед. Пердед. Ему бить-то нечем. Сферы холода. Так, я деда, наверное, сюда перекину. Разбить пока нечем. Займемся накачкой. А, ну все уже накачали. Так, заряд сейчас тогда кастанем. Сколько у меня там? 2 из 3. Тоже не надо. Импровизацию можно сделать. Вдруг вытянем что-нибудь на урон. Нет, не вытянул. Ну ладно. 27 крита просто так сгорит сейчас. Так, я с этим поменяюсь местами. Вороном. Так, ранг это хорошо. Может, насмешку на себя кинуть? Зачем? Не буду. Лучше 2 раза молнию, вдруг хоть одна попадет. Ни одна не попала. 10 выстрелов по всем клеткам, ни один не попал по нему. Вот то 4 из 5 попадает, то ни один из 5 не попадает. 2 раза подряд. Сейчас бац, иммунитет минус. Неуязвимость, точнее. Нет, только критический удар снялся. Длится 1 раунд. Понятно. Пугая немножко математика. Так, мне надо вот сюда позади встать. Ну, пока все довольно лайтово. Я пока не вижу, как мы ему можем проиграть, кроме как по невнимательности. Ну, правда, я на себя и накастовал там в начале боя бафов хрен знает сколько. Накладывает 11 очков озноба на всех врагов, заклинание канала, но оно не могущественное. Метель. А, вот про метель мне вчера писали на стриме. Что его надо с могуществом, да, и с этим. Короче, чтобы она в руке в первый ход была. Что-то такое. Она что, золотая? Золотая карта. Так, ну броню мы на себя накинем в любом случае. Да, долго я его мучить буду. Сейчас вот из этих 219 эффектов озноба урон нанесется только от 109. 109 урона будет нанесено, да? Капец. 50%. Так, защиту на себя накинули.
На воронов надо тоже бы накинуть. И, пожалуй, что вот так сделать, чтобы он еще и ударить смог. Так. Насмешка. А давай кастанем. А, на себя не могу. Барабану там ему на эту насмешку. Так, один ранг дополнительный. Так, прокачал одну карту. Так, на себя защиту кинул. Так, на дедушке защита, не вижу, есть или нету. Вроде есть. Есть вроде так. Все, на всех защита, кроме нижнего ястреба. Сокола. Озноб не пройдет. Ну да, вот один только подвергся ознобу. Если это не 1 умножить на 54 ударов, то нет. Это прочеты. Так, перед использованием импровизации смотри, что за карты у тебя в колоде остались. Может, и смысла нету. Что там? Что там за особенность с импровизацией? А, вот про эту импровизацию. Вот сюда надо смотреть. Колода 0. А, вон оно как. А я не понял. Слушай, а я что, больше не смогу кастануть, что ли? Ледяные звезды. А почему? Почему они в сброс ушли? А, карты будут перемещены, вернуться в колоду, когда она опустеет. Все понял. Перемешаны. То есть они вернутся, я смогу еще и кастануть. Хорошо. Ладно, понятно. Ждем. Значит, нету смысла в импровизации. Заряжаться смысл есть. Один раз надо зарядиться. Давай простой картой зарядимся. Во, укоренение начало накладываться. Что-то пошло не так. Что он делает там? Накладывает разоружение, пофигу. Призывает скелета, пофигу. Так, можно просто тогда долбить его. Сможешь, но вся колода перемешается.
А если еще остались в колоде, то тянуть будет из них. А, то есть я бы смог вытянуть. Понятно. Хорошо. О, только появился, тут же сдох, короче. Скелет. 17 урона в самом ближнем ряду. Вообще ни о чем. 17 урона в ближнем ряду. Блокирует карты с меткой атаки. Я снять проклятие не смогу, потому что хиллер позже орла ходит. Не будем класть все яйца в одну корзину. Чок опять этот. А, 800 хп. Фу, владыка разлома вообще ни о чем. Я больше боялся. Так, круг очищения, я думаю, мне никому не нужен. Если только отхилить кого-то. Тоже скелет походил. Одно действие всего. Зато лютый холод. Золотая карта. Наносит 14 очков урона всем врагам. Холодного урона. 14 всего лишь. Всем врагам. За броню придется накинуть. Надо вот этого сокола тоже, наверное, сюда поставить. Эх, на небесную силу не накопил. Только себя, да. $340 хп. 249 хп. У владыки разлома осталось. Да, это самая высокая сложность в игре. Слушай, я на обычных противников чаще отлетал, чем здесь.
И ему еще повезло, что у него защита против холода 50%. То есть я бы его в 2 раза раньше убил, если бы защита на другое на что-то была. Да я б его! Уже все, он уже какой-то неинтересный. Так, озноб накладывает. Он, наверное, не успеет ничего сделать. Сейчас я его убью. Точно убил. Победа! Я чую твою силу, смертный, но именем Легион я погибну, но я лишь один из многих зануд. Паук был прикольнее. Мне больше паук понравился. Второй босс тоже ни о чем, который культист с этими, с пустыми. Как они? Аниме-то про пустых опять забыл. Блич. Че, все сразу здесь оказались? Владыка разлома повержены? Не могу в это поверить. Я тоже. И зрители мои тоже не могут в это поверить. Да ладно, неужели? Yes. В смысле, в победу. Но, боюсь, это лишь начало. Нам известно, что культисты расследуют произошедшее недавно событие. Зачинщик этого беспредела все еще на свободе. И никто не знает, когда и где это может повториться. Даже профессионалы. Но ты прав. Подбери людей. В смысле я прав? Про чё вообще? Что творится? Я логику одну с другой не связываю. Не могу связать. Текста. Подбери людей, которые смогут помочь тебе найти его. Марко уже организует выход из города. Он ни за что не упустил бы такую возможность. Марко — это вот этот делец артефактов. Продажник. А ты сам, капитан? Увы, здесь наши пути разойдутся. Мой долг защищать и оберегать Среброград. Капитан Родрик, ты стал нам как отец. В общем, не забудем мы тебя во втором акте. Возможно, мы еще встретимся при других обстоятельствах. Странствующий торговец, удача была на твоей стороне, получилось. Ты настоящий спаситель этих земель. Ой, да что вы правы, блин, сколько можно дифирамбы петь? Теперь, когда владыка разлома погиб, мы начнем восстанавливать город. Сами бы пошли бы, отпинали его, сидели тут, боялись в городе. Торговец продает не только товары, но и нечто куда более ценное — знания. Где риск, там и выгода, конечно. При этом не повредит пара-тройка героев. Знания должны распространяться бесплатно. Мразь ты, Марко. Я отправляюсь на восток, в пустыню. Думаю, там мы сможем побольше разузнать об этом культе у моего старого друга. Перейти к следующему акту. Вот, можно перейти, а можно продолжать бегать, качаться там. Зачем? Не знаю. Перейти в следующий акт с теми же героями. Видимо, с прокачанным шмотом. Ладно, не будем. Перейдем уже. Сейчас посмотрим, что там в следующем герое. Да, по-моему, герои там же переносятся, да? По-моему, там все переносится. Времени потрачено 5 часов 33 минуты. В смысле 5 часов 33 минуты? 7 стримов по 3 часа минимум там они были. Какие нахрен 5 часов? Что-то тут счетчик какой-то, мне кажется, немножко обманывает нас, мягко говоря. 63 битвы, 31 событие, 16 алтарей, 3000 золота заработали. Блин! Приспешников убили 224, элитных врагов 73. Мини-боссов 73 мини-босса убили.
Ты побеждаешь, ты уничтожаешь владыку разлома, снимаешь проклятие с западе. Однако это лишь начало твоих приключений. Предсмертные слова владыки разлома не дают тебе спать спокойно. В других землях таится куда большая угроза. Акт 2. Журнал обновлен. Ну да, вот они, все наши герои отхиленные. О, добро, все при мне, замечательно. И вечный свиток благословения. Теперь мы знаем, как его правильно активировать. Когда. Главное, когда, да? Главное задание. Проводи патруль Марка к обозной точке. Ты сможешь отдохнуть и подготовиться к встрече с предводителями племен, которые очень ждут твоего присутствия. Ничего, круто. За сколько я прошел? Так, 9:26. Я начал в 8, час 26. Проходил. Владыку разлома. Ломал. Прошло 4 долгих дня в пути, случившееся в Западе уже кажется полузабытым кошмаром. Преследуя культ, с которого все началось, ты находишь дорогу к пустыне Азуль. Спасаясь, культисты не позаботились о том, чтобы замести следы. Давай сейчас проверим, сейчас сработает или нет свиток. Не, это так и задумано. Разработчики так и планировали, что я буду это активировать. Поэтому они так и сделали. Вот. Именно вот в этот момент и надо все активировать. Все, больше не активируется. Свиток благословения, он вообще вечный. А ты же этой пати не все стримы играл? Почему? Подожди. Чё, почему не все-то? Я же первый стрим... В смысле не все? Я же первый стрим-то только один, ну, первый трай там на втором часу или на первом часу помер. И все, и я дальше начал в первом же стриме, по-моему, этой пачкой играть. Или нет? Блин, я не помню уже. Надо пересмотреть. Так, кажется, слава о твоих подвигах уже добралась до этих мест. Перед отбытием из Среброграда ты получаешь приглашение на встречу с предводителями пустынных племен. Сикани и Найяки. К концу недели мы доберемся до обзорной точки. Это нейтральная территория, на которой племена встречаются для переговоров, говорит Марко, рассматривая старую карту. Со стороны каравана доносится смех. Судя по веселым голосам, твои спутники и друзья-ремесленники в отличном настроении. Ты радуешься тому, что все они здесь вместе с тобой, живые и благословенные. Благословленные. Подожди, благословение, но благословленный. Что-то я не догоняю. Там Л нужна в конце или нет? Еще одна. Благословление. Короче, ладно, хрен с ним. Это русский язык. Это все сложно. Ты вспоминаешь последний день перед отъездом из Среброграда. Благодарный за помощь капитан Родрик подарил тебе семейную реликвию. Это... Капитан Родрик, короче, протянул. Выбирай семейную реликвию на выбор. Любую подарю, но только одну. Фрагмент брони. То есть не сама броня, а фрагмент. Легендарная. А, вон что. Поступь бури на ловкость снижает полученные очки шока на 3. При наложении шока получи 3 очка критического удара. Но тут девчонке можно дать. Она шок наносит. Зачем? Нет, не надо ей критический удар. Белобрысые девчонки наши. Так, дает железное наступление. Смещение на одну клетку дает 1 очко брони, 1 очко мощи. Плюс 1 к силе. Начните битву с 1 очком брони.
О, тут тоже разброс в легендарках есть. Прикольно. Инструменты умельца. Восстановление механизма. Две проверки на силе. Дает 4 очка обороны после производства механизма. Механизм получает плюс 8 к макс ОЗ. Не максималка. А вот это вот максималка. Вот это возьму и положу ее на склад. Ты надеешься, что с капитаном все в порядке? Больше сегодня ничего не происходит. Королевская охота, целый стрим в другом режиме. Так, а это и не считался. Он у меня не идет в порядке. У нас 7 стримов чисто под эту компанию были. Тот королевский режим, там не королевская охота, королевский режим же называется. Там я никак не считал его. Там наоборот, там первая серия, то есть первая серия королевского режима. Вторая серия будет нет, неизвестно. Сейчас посмотрим. Где у меня тут расписание наше? Так, вот у нас королевский режим. А, да, 19 будет у нас в субботу. Королевский режим, раз набралось количество лайков необходимое. Да, будет. Это мы сейчас с вами играем. Четверг, 14 число, все верно. Это вот 7-я серия. Королевский режим будет 2-я. Ой. Так, эта зона скрыта. В ней бушует таинственная песчаная буря. Отправиться сюда требуется 1 день. Расходуется припасов 1 единица. Понятно. Начинается песчаная буря, и видимость резко ухудшается. Вслепую двигаться вперед слишком опасно, поэтому караван останавливается у расщелины в каньоне. Вот почему расселена? Расщелина же. Не знаю. Ну, по литературному это правильно написано, но вот звучит как защитник или как там. Не помню. Какое-то там еще слово есть, где вместо ща. Блин, не помню. Так, через несколько часов буря стихает. Короче, мне русский язык интереснее, чем эта игра, блин, почему-то. Неожиданно. К вечеру караван добирается до устья каньона и останавливается на ночлег. Путники расставляют повозки по кругу, отгораживаясь от опасности. В твой сон вторгаются звуки боя. Повозка содрогается, слышен свист стрел, втыкающихся в обшивку. Кто-то напал на караван. Быстро схватив оружие, ты выскакиваешь наружу. В лагере переполох. Начинаем схватку. В тусклом свете костра ты видишь, как твои люди сражаются с разбойниками. На то, чтобы толково организовать защиту, нет времени. Поэтому сражаемся без толковой организации защиты. Бестолковая защита. Новые противники, кактусы. А их тоже побеждать надо? Наверное, не надо. Заточка увеличивает твои характеристики. Характеристики. Дает оборону. Дает оборону. Это кто? Кочевник, а это у нас отшельник. Сопротивляемости у них никаких нету. Интересно, интересно.
А мне сейчас кактусы будут мешать, да, бить? Точно. Так, этого убил. Надо было, наверное, убить. Вот этого, наверное, надо было добить. Ну, неважно, сейчас добьем следующий ход. Небесная пощечина. Так, этот помер. Дальнего, наверное, маг добьет, этот тоже уже помер. Наверное, маг добьет. По-моему, они не на тех нарвались. Не на тот караван напали. Тебе сложно снова заснуть после боя. Вскоре наступает утро, и ты устало собираешься в дорогу. А шмот? Ничего, нам шмот никакой не оставили. Бедные края, походу, тут. Так, надо пробафаться будет. Сейчас мы вот здесь пробафаемся. Эйки я хитрец-затейник, да? Абузер. Я просто надеюсь, что как можно больше людей стрим посмотрят, и все узнают, как здесь что делать. Ну, я так понимаю, можно не только этот свиток использовать в это время, но и любое другое, что активируется вообще в инвентаре. В общем, экспериментируйте, пробуйте. Что еще там? Два же должны быть. О. Еще там одно что-то. О, все. Блин, ну вот читать правда неудобно. Ты прибываешь к основанию обзорной точки, высокому шпилю, который жители ванайского города Варасайши некогда использовали как смотровую площадку. Этот шпиль – одна из немногих построек, которые пощадило время. Все остальное навеки исчезло с лица земли. Буква Ё, блин, ну почему две точки? Лень, что ли, нажать букву Ё? На клавиатуре как будто ее нету. Почему не пишут? Погребенная под толщей песка. Опять же, ее нету. Ты не можешь отвести глаз от вершины. Именно там пройдет встреча с предводителями племен. Не, опять я что-то к русскому языку цепляюсь. Стража Обана и Суймании внимательно наблюдает за происходящим. Воин Сикании, назвавшийся Кириллом, рассказывает, где можно разбить лагерь. Акт 2. Пески безбрежны и бесплодны. Интендант Кирилл. Добро пожаловать, герои Западе. Аудиенция скоро начнется. В зале есть место для 3 человек.
Как только вы решите, кто будет присутствовать, мы начнем. Что нам решать? Они и будут присутствовать. Можете начинать. О, можно что-нибудь сложить. Тайник. Пока мы здесь. Так, этот я свиток никогда теперь складывать не буду. Он мне очень нравится. Так, остальное ломать. Начнем что дальше-то что? Поговорите с Обана и сумкой, предводителями племен Сикани и Наяки. Показать на карте. А, вон оно как. Федор Сумкин. Аудиенция пройдет в зале, я буду снаружи. Обана. Добро пожаловать в наши владения, герои Западе. Увы, сегодняшняя встреча омрачена бедами, которые обрушились на эти земли. Вот она, сумка. Я и Обана, мы издавна поддерживаем мир между нашими племенами. Недавние события нарушили этот хрупкий баланс. События, которые имеют к вам прямое отношение. А чё бы было племена не объединить, в чем прикол? Чё за баланс, нафига вам он нужен? 2 недели назад в ворота нашей деревни постучались странные люди. Их возглавляла жрица в маске, назвавшаяся Асвой. Незнакомцы были облачены в черные мантии и говорили на незнакомом нам языке. Сожги этот богопротивный свиток. Зло должно быть наказано. Кожа была белее лунного света. Они пришли и ушли. Очень информативно. Рассказ на 5. Интригующий. Мы повидали на своем веку путешественников и торговцев. От этих добра ждать не приходилось. Я люблю вот игры читать. Вот когда книжки читаешь, а потом приходишь игры почитать. Ну, в общем, весело довольно-таки. Кто вот это пишет, я не знаю. Так, через несколько дней начались неприятности. Стала дрожать по ночам земля. Лютые песчаные бури обрушились на пустыню. Лютые песчаные бури. Лютые обычно морозы, а не песчаные бури. Начали пропадать люди. Наши жизни и дома в опасности. И люди начинают винить во всех горестях жителей соседнего племени. Мы следим за тем, что творится в наших землях, герои. Нам известно о культе, с которым вы сражались. Вы хотите найти и наказать того, кто стоит за нападением на Запад. Случившееся там и наше несчастье – звенья одной цепи. Цепочки. Кстати, как вы произносите, цепочка или цепочка? Опять русский язык. Мы думаем, Асва нашла способ пробудить вас Вараи. Короче, Сашу. Или то, что от нее осталось. К тому моменту, когда пустыня поглотила этот древний Ванайский город. После катаклизма руины исчезли с лица земли, погребенные под толщей песка. Проникнуть в отдельные части... Как они складно друг за дружкой говорят, рассказ. Явно сговорились. Может, они во всем виноваты в Западе. Ой, во 2-м акте. Я думаю, они главные злодеи будут. Вот смотри, сколько они нам зубы заговаривают уже. Я думаю, их на всякий случай надо убить первыми. Ну так, вдруг они злодеи. Все беды прекратятся. Корейцы пишут, они же и переводят. Так что могло быть и хуже. А, это южнокорейские. Понятно, ну да, там совсем тяжело с образованием. Благодаря американцам. Проникнуть в отдельные части города можно не везде.
Можно, но не везде. Один вход в Сашу расположен прямо здесь, хотя врата запечатаны и не открываются. В давние времена обзорная точка была смотровой площадкой, самым высоким местом в городе. Но мы как бы в курсе уже. Пойдемте, мы покажем вам врата. Да, все, идем и идем. Ай, оба-на указывает на массивную запечатанную дверь. На ее поверхности начерчены 8 символов. На протяжении многих десятилетий наши племена исследовали руины Саши. Комнаты, заполненные передовыми какими-то мертвыми машинами и магией. Мертвыми машинами. Машины бывают живые, что ли? До сих пор путь к сердцу города нам преграждали эти врата, но с прибытием Асвы все может измениться. Сейчас от наших рук мало толку. Чувствуете, как трясется земля? Руины города распадаются, а путешествовать, пока не стихли песчаные бури, слишком опасно. Кто-то кричит, и слова Абана заглушают шум, разразившийся в центре битвы. Ну, снова деремся, да? Ты замечаешь Кирилла, который вместе со стражниками сдерживает атаку воинов Сикани и Наяки. Одежда захватчиков выглядит иначе, чем наряды их соплеменников. Это важно, что одежда выглядит иначе. Иначе как бы мы поняли, да, что это напали не они. Не они сами на себя напали. Отступники, шипит Сумка. Я объясню позже. Ты готовишься к тяжелому сражению. Все больше воинов Сикани и Наяки вот обязательно, да, было. Прорываются сквозь линию обороны. Мне кажется, я нашел того чела, который в интернете ходит по комментам и учит бедолаг русскому языку. Нет, это не я. Это был не я. Так, я наоборот считаю, что человек, который там ходит, это молодец, но я настолько ленивый, что мне не до этого. Если я с кем-то общаюсь, да, то я постоянно поправляю. Сейчас у меня фишка научить людей, говорят, звонит слово. Правильно говорить. Ударение правильно ставить. Никто не умеет правильно говорить это слово. И я тоже, кстати, не умел совсем недавно. Что-то на нас напала какая-то факир. Сикани отступник. И мечник Наяки отступник. Воин Сикани. Мистик Наяки. Защита от холода, блин. Защита от физики. Ну, понятно, вот этого холодом бить, этого физикой. Все, остальных можно чем угодно колотить. Физика у нас здесь будет. Ой, тьфу, блин, наоборот, физику не туда поставил. Ай. Перепутал. Этого надо холодом бить. Конкретное существо. Да, пусть бьет. Пусть пытается пробить броню. Существо в дальнем ряду. Не понял. А чё весь ряд? А, зона. Самая дальняя зона. Вон оно как. Можно деда из-под огня вывести. Так, этого холодом.
Все, убили. Надо же было птицу не туда поставить. А тут тоже можно физикой бить. О, 2 раза кулачком ее стукну. И она закончилась. Телепорта, блин, нету. Блин, вот реально мне интереснее героям экипировку качать. Вот в этой игре, по крайней мере. Вообще заниматься вот этой вот кузнечным делом, чем дракой. Ну, звуки прикольные. Так, вот оно, стадо. Наконец-то я смогу птаха передвинуть. Чтобы он бил того, кого надо бить. А того, кого не надо бить, не бил. Это из-за того, что у врагов тупо увеличенные жизни из-за сложности. Ну тут вроде бы и враги поменялись, и шкурки поменялись, и сопротивляемости немножко другие. То есть скиллы вот тут какие-то, да, что-то не особо что-то поменялось. Ну а что тут поменяется со скиллами? История какая-то другая. Новенькая, да. А что тут может поменяться? Ничего и не поменяется. 3-5, мусор. Сумка. Отступники — это группа изгоев и сектантов, которым нет места в племени. Им нужна лишь власть. Если они присоединятся к Асве, это баба в маске, которая недавно пришла, нас ждут неприятности. И ее типы с плащами. Все, что я запомнил из сюжета. Одна проблема, одна за другой. Совсем как в старые добрые времена. Возвращаемся в деревню. Я подробно расскажу, что мы знаем о Саше. Я разузнаю побольше об отступниках. Отправлю на задание лучших шпионов, какие у меня есть. Анимешка вообще классная есть про шпионов. Блин, ну первый сезон уже вышел. Если вы хотите разделиться, чтобы исследовать пустыню, Кирилл поможет ей все организовать. Мы доверяем ему. Кирилл, пора возвращаться. Кирилл, кстати, человек. Вроде бы. А вот племена вроде кошачьи, что одно, что другое. Или они эти? Интернационалисты все.
О, а эти с нами, что ли, переехали? Офелия, Барнаби, Марка, Джун. Или у разрабов не хватило зарплаты для художника, чтобы новых нарисовать? Ну, старые все. Чё к чему? А как это оправдать? Мы же только с Марка сюда ехали. Что-то я по сюжету не помню, чтобы с нами еще остальные перлись. Странные вещи творятся в этой игре. Чародейка Вин, ну, она. Все руны те же самые, беспонтовые. Первоуровневые. Ух ты! Хорошая. Предметы, я так понимаю, тоже другие быть не могут. Тут синие там легендарки там. Тут синие максимум, легендарки здесь. Да, тут то же самое. Ничего нового не добавляется. Вот расходники. Вот эту кнопку я не сразу заметил. Говоря о расходниках, где их покупать, вот вопрос задавали. И у кого еще расходники-то? О, нету этой бабы, которая ночлег-то спать давала. Щекастая, самая клевая. Теперь у нас интендант Кирилл спать давать будет или что? Пустыня огромна, в одиночке ее не исследовать. Песчаные бури и землетрясения изменили ландшафт. Предстоит тяжелая работа. Бабка подумала и портанула всех. Офигли. Ну не всех, видишь, одной щекастой нету. Я буду отвечать за организацию экспедиции, пока ты будешь заниматься самыми важными делами. Другая команда сможет изучить пустыню и составить карту. Зашибись. А меня кто спросил, чем я хочу заниматься? Ну, в смысле, мой отряд. Организатора, блин. От бога. Еще советую посетить селение Сикани и деревню Наяки. Это поможет продвинуться вперед. Чем отличается селение от деревни в твоих глазах? Если тебе нужны припасы или место для отдыха, обратись к сестре Офелии. Мы обеспечили ее всем необходимыми ресурсами. Откуда вы ее взяли, сестру Офелию? Интендант Кирилл. Ну у него мы тут в тайник можем, да, залазить? Выберите предмет. Создать карту. А вот это что-то новенькое. А вот это что-то интересное, что-то новенькое. Фрагменты карты. Нам нужны фрагменты карты, чтобы создать обычную карту. А где мне фрагменты взять? О, купить. Пустыня. Карта 18 уровень. Обычная карта. Морозная пустынная карта боли 16 уровень. Принеси эту карту Кириллу, чтобы начать исследование. В зоне есть морозная земля, в зоне больше ловушек. Это проклятие баф на зону. Камень добродетели, подзорная труба. Торговцы идут за клиентом. В мире апокалипсиса, а у тебя много денежки. Я там всего 2000 золотых заработал в прошлом акте. Или 3. Меня в этой пустыне что-то избивало. Но это было в бетте. Еще тут растет кактус. В бетте разве был второй акт? По-моему, там же только один первый был. У тебя слишком
Секси дед. Бабка не смогла оставить. И у вас у всех фантазии буйные. Так, все понятно. Во, кстати, у нас новый персонаж, Наран. Маленькая птичка. Уже напела мне, что произошло на обзорной точке. Не удивляйся. Слухи быстро распространяются. Я уже собиралась покинуть город, но твои похождения произвели на меня большое впечатление, если можно так выразиться. Вот бы к тебе присоединиться. Буду развлекать тебя остроумиями виртуозной музыкой. Как по мне, предложение отличное. Ты от меня так просто не отделаешься, сладенький дедушка. Так, сочинитель сонетов. Пусть будет. Он как раз на интеллект. Сочинитель сонетов. Где мы будем спать? Меня вопрос один интересует. Костры есть. Это все их палатки. Спать нам негде. То есть здесь не получится, да? Обновлять точки. Или может потом появится этот бабка с кроватями. Чистая прохладная вода, изнуряющая жара так и толкает прыгнуть в нее. Ага, тут даже этот... А, не, это дерево лежит. Я думал, это горка, чтобы скатываться в нее, бултыхать. Так, понятно. Ой, 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 ой. Что-то тут мы уже столько заданий выполнили. Поговори с Абаном в селении Сикани, узнай, где расположены врата верхней руины Саши. Поговори с Сумайкой в деревне Наяки, чтобы побольше узнать об отступниках. Так, вот это одно место. Сикани. А Наяки у нас здесь живут. А, погоди, или не живут, что-то расположение 0 из 100. После заполнения шкалы ты сможешь получить у этой фракции предметы и благословения. Затем шкала обновится, позволив тебе вновь помогать союзникам. Расположение, в смысле, этот, как в Тейте это, репутация. Я думал, расположение в смысле местоположения. Расположение, понятно. Задание будем выполнять и качать расположение. Репутацию в этой фракции. Ясно, понятнее. Так, здесь у нас тупик. Из этих двух точек дороги есть. Из этой точки... А, из этой точки тоже одна дорога есть. 3 дороги вверх. Так, здесь у нас тупики. Так, из этой и этой точки одна и та же дорога. Так что достаточно вот до этой точки дойти. И 3 дороги тоже будет новых. Ну, понятно, что. Че, идем дальше? В храме спать. Не истери. В каком храме? А где храм? Нет храма. О, снять комнату. Сестра Офелия. Во, все понятно. Точно, точно. Спасибочки. Может, и у этих что-нибудь появилось? А, ничего не появилось. Так. Так, что я хотел? Ну, у нас, в принципе, все замечательно. Нам заморачиваться сейчас... А, во! О, здрасте, здрасте. Сейчас мы ранг повысим какой-нибудь карточки. Заряд мана тут не повысишь ранг. О, Так, и ты тоже ранг не повысишь. О,
Что за звуки я издаю? Я сам не знаю. Вот этой карточке можно ранг повысить. А, она в ботинке сидит, блин. Вот это можно стадо. Давай стадо, наверное. Усилим ранг. 14 очков брони вместо 13. Вы издеваетесь, что ли? Еще чего? Вот, может вместо возврата ранг повысим. О, больше стало. 30 урона. Там на 25% усиливает урон. Этот возврат. Ну ладно, пойдет. Руна возврата у нас, значит, свободная осталась. А у нас пыли не накопилось? Пыли не накопилось. О, редкие кристаллы накопились. Так, пошли зачаровывать что-нибудь. У кого вот тут у нас... А, не у кузнеца. Так, у кого мы у Вин зачаровывали? Так, зелененький предметик нам нужен. Какой-нибудь зелененький он был. Блин, тут плохо, что все предметы показываются. Так, зеленый. О, вот этот хороший. Вот этот мы сейчас попробуем зачаровать. Тут он максимальный на интеллект и на защиту от холода. Так, это у нас шлем на дедушке. Вот, зачаровать. Замечательно. Еще и к молнии сопротивление тоже максимальное. Почему два раза оно? Ну ладно. Сделали. Еще один предмет можно зачаровать какой-нибудь. Так, давай смотреть. Зелененький. Вот этот давайте зачаруем. Амулет с кварцем новичка. Кого? Блин, я опять забыл. Одна карта из колоды. Класс. Ну вот. В синьку оделись. Вот это, кстати, топовый апокалиптическое кольцо. Его можно уже усиливать сферами предсказателя. Пробовать. Данж тут не маленький, мягко говоря. В этом акте мне дороги нравятся куда больше, чем в первом акте. Плюс я люблю фурий. Кто такой фурий? В бете были 3 акта. Последний акт и монаха выпустили при окончании раннего доступа. Я начал ждать полной версии после 2-го акта, а пока ждал, играл в режим изменений, или как там он на русише. Режим измерений, в смысле королевский режим? Или в стычке. Или в королевский режим. Что за режим измерений? Западные дюны. Земли на Яке. Ну да, что-то азиатское нарисовано. Так, куда мы пойдем? Вниз или вверх? Ну давай сначала вверх. Что там за задание будет? Тут хил, в принципе. Хил нам пока не нужен. Тогда давай вниз.
Пробафаемся только. Стример, богоюзер. Фу. Позорник. Но я на самом деле все только ради вас делаю. А почему эти еще не появляются? Тут еще 3 должны появиться. Так. А, надо подождать. Он не успевает, видимо, наложить. Нет. Видимо, случайно все-таки накладывается. Так, блин, опять хрен прочитаешь. Понакладывал. На поляне ты натыкаешься на грязный сундук. Кто-то нацарапал предупреждение. Каждый, кто попытается открыть сундук, будет проклят. Это все, что ты можешь понять, рассматривая необычные, неразборчивые каракули. Получить предмет, открыть сундук. Получить фортуну. А важно кем, что ли? Нам фортуну некуда получать. Предмет мне как бы не особо нужен. Ну давайте получим предмет. А, вон зачем персонаж. На Пьера тут все, да? А, нет, не на Пьера. Вон Ида. Команда получает 50 бонусных очков инициативы в следующей битве. Ида получает макс ос. Пьер получает 1 очко сброса. Вот это мы выберем. Сразу заюзаем, потому что я потом забуду. Так, погоди. Мы это потом заюзаем. Кто-то уже догадался, что я хочу сделать? Жми лайк, если догадался. Так, здесь сразу битва начинается или нет? Блин, сразу. Ну ладно. Фурия — это девочки-кошки. Фурия — это девочки-кошки. Все-таки королевский режим. Этим летом, возможно, из-за жары, возможно, я еще стану Понятно. Не будь, а то я хрен произнесу это слово. Шесть очков шока, могущественных очков шока. Сопротивляемости у него нету к холоду. Это значит что? Значит, он умер. Оно само как-то так получилось. О, а этот огненный. У него еще дополнительный урон получает. О, этот тоже получает дополнительный урон. Босяра босявый. Денежку дает. Теперь больше дают. Раньше по 50 давали. Дар, тебе в политику надо. А нас думает. Нашел баг и нагло юзает, прикрываясь заботой о как? Не, ну, тут как бы... А почему нельзя совмещать 2? То есть я и о вас забочусь, и о себе? Это же прекрасно! Почему кто-то должен всегда страдать? Я не допущу, чтобы вы страдали, понимаешь? А если я баг не буду юзать, значит вы будете страдать. То есть кто-то из вас может не узнать про этот баг. И эксперименты не сможет ставить с другими расходниками. Вдруг другие тоже можно также использовать. Вот сейчас мы еще протестим еще один расходник, который дает очко сброса. Сможем ли мы его использовать или нет?
Реалм перевели как королевский. Явно в гугле пол игры переводили. А это знаешь, как название фильмов переводят? Кто там отвечает за перевод названий фильма? Видимо, отдельный какой-то кабинет министров сидит и думает, как же нам перевести вот этот фильм на всю страну, потому что везде же во всей стране он так потом называется после перевода. Какой-то центральный переводчик сидит. Наверное, наш ЦИК, который вместо выборов, ну выборов же один раз в 4 года, или как там у нас, во все остальное время занимаются переводом названий фильмов. И вот этой игры, походу. Там какие-то духи воскрешаться могли, а некоторые после смерти... Чтобы не проходить второй акт, 20 стримов. А, ты имеешь в виду, мы баги юзать будем? Некоторые после смерти полезные одноразовые карты дают. Одноразовые? Точно одноразовые? Сейчас мы это проверим. Одноразовые карты будут или не одноразовые? Один лопнул. О! Воскресла какая-то хрень. Живой песок. Дух огня. Гнилолом. Дух огня. Не понял. Чё за ботва вообще, я не понял, творится. Кто тут босс? Ты босс? В дыню тебе. Но он умер уже. Все, его можно босса не бить. Босса больше бить не будем. Так. Вот у нее очков действия, ой, очков стратегии много, и она их не юзает, кроме как передвижениями. Практически ничем не использует. А, это дух огня. Дух огня, огнем бью. Надо было паука сюда передвинуть еще. Я не понял, в смысле? Они умирают и воскрешаются. Мне как их убивать-то? В чем прикол-то? Как убить? А, вот это, наверное, огненный осколок после смерти добавляет в руку существу, нанесшему смертельный удар, временную карту огненный осколок. Чё? Непонятно. Ну, вот эти рожи на каждом были. Вот сейчас на них нету этой рожи. Значит, по идее, сейчас их можно убить. По 2 раза, короче, каждого надо убивать. А, вот, после уничтожения духа огня наносит 6 очков урона. Разовое временно.
Мы огненный осколок получили. Вот. Так, погоди. Нет, защита от огня нету ни у кого, никого с этим. С дополнительным. Да задолбало. Опять маг у меня залагал. Холодом тебя взорвал. И появился какой-то живой песок. Да, ни о чем, конечно, урон. Так, ну ладно, хоть одного убили. Это что делает? Перемещает всех врагов в передний ряд и все? Ой, страшно, страшно. Ой, боюсь, боюсь. Праведный пендель. И еще разок. Ну вот. Первый точно помер. Еще один точно помер. Двое осталось. Так, вот этого что ли зарядить тогда? В ряду. В ряду, в ряду. Неплохо. Заряжается. Ох ты ж, 3 хп выжил. А нет, показалось.
А что случилось? Почему они стоят 1 очко всего? Какой-то бонус нам не работает. А, 1 канал. А почему не пишут, что -1 у стоимости? Странно. Да что ты опять сломался? Вот, сейчас пишут. -1. Зоета. Так, а где? Вот здесь, наверное, да? Да, нет. Тоже мы не сможем, да, активировать, нифига. Здесь сможем активировать, нет? Сумка. Эти каньоны наш дом. Деревня хорошо защищена и укрыта от солнца. Пойдемте, я расскажу, что знаю. В племенах Сикани и Наяки всегда были отступники, злодеи, убийцы, воры. Мы изгоняем их и позволяем пустыне вынести последний приговор. Сдается мне, что раз в ваших племенах есть убийцы, воры и злодеи, то что-то у вас, наверное, не так с воспитанием. Какая-то у вас не такая система воспитания личности. Раз для вас это в порядке вещей. Чтобы выжить, они переступили через себя и сбились в шайку. Ими движет жажда мести, стычки на границе, пропавшие разведчики. Отступники приложили руку ко многим преступлениям. Вот так говорит, как будто это, знаешь, это другие. Это вот неправильные кошки, короче. Как они, фури, да? Неправильные фури. Иногда, читая карты противника, там иногда пишут полезное. Ой, еще бы я карты противника читал. Это же еще дольше стрим будет идти. Те же люди, что сидят на остановке и передают в прогноз погоды, какая температура по ощущениям. По ощущениям. Так, неприятно для бойцов ближнего боя, ибо в половине случаев они прикрывают магов или убийц за ними. А мгновенно их убить нельзя из-за возрождения. Особенные враги, да, появились все-таки во втором акте. Интересные. Ну да. Да, вот это, наверное, интересно, что новые враги, какие-то соперники. Так... Переступили через себя. Попробуй переступить через себя. Я на тебя посмотрю. На такую гибкую кошечку. Отступники коварные и хитры, но порой совершают ошибки. Иногда мы находим их стоянки, но они нигде не оседают надолго. Привет, МС. Спасибо. Ты сегодня вежливый? Если вы сможете с ними разобраться, у нас наверняка появится информация о том, что задумала Асва. Мы приготовили для вас скромный подарок. Наши мистики наделили эту подзорную трубу ограниченной правительской силой. Она поможет вам увидеть земли, над которым бушует бури. Земли, над которыми бушуют бури. Если вы наткнетесь в своих путешествиях на полезные ресурсы, мы сможем сделать больше. Удачи, герои! Короче, им ресурсы нужны, чтобы делать для нас подзорные трубы, чтобы мы что-то там в эти подзорные трубы смогли увидеть. На скрытом пункте, чтобы обнаружить его. Как я на нем ткну, если он скрытый? Использовать ориентир. Чё? Обзорная точка. Деревня Наяки, обзорная точка. А вот сюда можно телепортнуться, можно сюда. Тут, короче, телепорты еще есть на этом месте.
Ага, только значок сверху был удобнее в первом акте. Тут как-то это не очень удобно. Все выглядит. Выследи отступников и узнай, где расположены их стоянки. Там могут найти сведения о планах и возможностях асы. Так, ну хп нам не надо. 4 припаса не надо. Так, связи здесь нету. Сначала тогда в лагерь, наверное, сходим. Тут вряд ли лагерь изменился. Кстати, да, ну и как эти трубы-то работают? Где она? А, вот она. Используй на скрытом пункте. Ну, наверное, как и благовоние. Когда сможем, тогда и появится возможность. Сегодня ты просто пьян. Вчера ты был пьян, особенно пьян, а сегодня просто пьян. Понятно. Хорошо, что у тебя разные стадии опьянения бывают. Ал, если я правильно помню, Асву в королевском режиме, то это дамочка с сюрпризом. То есть это мальчик, да, который считает себя дамочкой. Ты про этот сюрприз говоришь? Так, что-то Аватара вспомнил. Мульт есть, Аватар. Не Аватар короля, а другой. Просто Аватар Аанг. Так, и, по-моему, там Кара. Девочка там, вот потомок. Дожди нет. Не помню, короче, уже давно смотрел. Так, повторение увеличивает ранг навыка. Так, ранг навыка. Итак, у нас какие уровни? У нас сейчас 17 уровни, карты мы качать не сможем. Только серенькие какие-нибудь. У нас так все вкачано. Ледяной ветер тут 25 нужен. Сердце зимы тут 19 нужен. О, быстрый барьер, нужен 14. Давай-ка, наверное, его качнем. Ну, что-то я не вовремя, короче, использовал эту поляну. Надо было нам ее, наверное, не юзать пока. Команда получает благословение, дающее 4 очка обороны каждый ход в течение следующей битвы. Дает фортуну. Так, создает еду. Усиливаем, усиливаем, усиливаем. Ну да, эти все карты заблокированы. Одна только. Надо больше защиты. На 26 уровне можно 4-й ранг сделать. Добавляет очко истощения. Так, а чем мы еще кого заточим тогда? Кого бы мне еще-то заточить? Громовой шквал — это серебряное.
Стадо заточить. Там на один. Всего лишь на один поднимется. Ну ладно, пусть поднимается. Так, припасы теперь надо бы пополнить. Три, 7, 2, одно очко истощения. Горячая еда, если что, будет у нас. Провалился под землю мужик бородатый. Бородатая добыча. Зарытый предмет кое-кто нашел. Шесть штук. Отлично. Шляп синяя. Плюс 1 к интеллекту. Одна карта больше. 1 ловкости. О, максималка. Отлично. Еще и... Нет, не к нам. Плюс 1 к ловкости нам как бы не особо надо. Ну ладно. Она очень интересная в плане того, что в нее вставляются заклинания. Любое. Да, можно ее заменить здесь. Что там у меня было в голове? Птица, наверное, да, 3-го ранга была. А, тут синее что-то было. А, там этот был. Как она? Руна мощи или как она называется-то? Руна могущества. Статусы накладываются. Блин, та синяя ячейка нужна тогда. Под эту руну. Облом. Ну ладно, хрен с ним, с этим статусом могущества. Потом что-нибудь придумаем с этой шляпой. Два хода. Понятно. Вторжение. Качаем, качаем карту, качаем карту. О, стену шипов можно вкачнуть? Точно. Она ж серенькая. Замечательно, это я хорошо, что вспомнил. Так, горячая еда. Две единицы. Это на самом деле не так уж и много. О, убирает 1 очко истощения. Шанс вытянуть событие.
Продолжаем. Есть узлы с песчаной бурей, где не видно, что там будет. Почти складно написал. На нем юзать трубу. Заточку... Заточу-ка я бутербродик. Пишет Ал. Провел пси-атаку, просто сказал: девочка с сюрпризом. А вот почему у тебя первой возникла именно такая ассоциация? Тут надо разбираться. Логика есть. Я сначала признался в любви к Фурии. Потом сказал, что в будущем есть шанс, что я буду ходить голым из-за жары. Осталось только одно: баба с сюрпризом. С вами обоими разбираться надо. С нами обоими. Не, ну блин. А какие еще сюрпризы могут быть у женщины? Только один. Что это мужчина. Я не знаю, как бы. Что там еще какие? Взрослые мы все люди. А, вот она, да? Подозрительная труба. Вот она, как она делается-то. Как она делается? Исследовать зону. Все не могу никак активировать свои свитки с бафами. Так, надо добежать до входа в пещеру. По пути все залутать. О, чувак ходит. Вражеский разведчик. При обнаружении тебя призывает на карту 3 монстров. Открывает один случайный пункт вместе карты. Ух ты, прикольно. Новый противник. О, предгорье карта. Кусок карты нашли. Принеси эту карту Кириллу, чтобы начать исследование. Че такое? А, торговец. Тот самый торговец с разной фигней, но у нас фортуны нету. Жетоны покупать. Так, что у него еще интересного есть? Руны сложные, которые. Нет, это обычные руны. Истинная сила, да-да-да, это обычная. Помните, у них же я необычные руны покупал, по-моему. По-моему, у них. У такого торговца. Тут нифига такого нету. О, сейчас мы купим что-нибудь. Макс Ос дает 5 припасов. О, сейчас мы припасы сможем максимально постоянно, да? Пополнять. Берем. Так. Макс Ос. 1 очко сброса. Берем. Так, и что тут нам дают? Макс Ос. Макс Ос, Макс Ос. А Страут кто такой? Я не знаю, кто такой Страут. Это, наверное, монах. Раз четкий. Альфонсо. Это у нас нету Альфонсо. Это этот. ДД. Вот, кстати, для них можно купить. И через баг этот постоянно пополнять, короче. Если мы их сможем вообще на этот выкинуть. Так, покинуть этот район вы не сможете вернуться. Разумеется, не сможем. О! А сейчас я если кастану, ну-ка погоди. Исчезнет у меня этот свиток или нет? Но у меня рано или поздно он исчезнет, потому что я же постоянно экспериментирую. О, не исчезает. Понял, да? Так, сейчас мы тогда забафаемся. По максимуму. Вот, кстати, вот я прокалываюсь в том, что я по максимуму бафлюсь. Мог бы просто вот 1-2 бафа для показательной сделать. Так, а сколько вот сейчас максимум? Там же я еще в лагере бафался.
То есть все равно, да? Нет, вон еще один появился. Ну все, наверное. 4, 4, 8 плюс 3, 11, да, бафов разных. Так, и сейчас еще заюзаем вот эти мешки. 5 единиц припасов. Вот смотри, у нас 10, а он дает 5 и рассыпается. Это собака, с этими не получилось. Я думал, эти тоже не будут работать. Так, не получилось. Что еще заюзать? Подзорная труба так не работает. Карту надо Кириллу нести. Ну все, пока у нас больше ничего нету, что можно заюзать. Использовать. Если что-нибудь найдем, попробуем, поэкспериментируем. А то, может, реально работает только на этом свитке. Бертрам сидит, уменьшает радиус обнаружения всех монстров на 15%. Шкатулка картографа содержит карту. Карту? А, вот эту карту. Фрагмент карты. Я оставил ложные следы, чтобы запутать врагов, если они вдруг появятся. Молодец. Сундук с броней, сундук с лекарством. Конечно, с броней. О, нифига себе. Быстро мы долетели. Я еще, наверное, за сундуком с лекарством смогу слетать. 2 проверки на ловкость. Нормальный пояс. Еще и под зеленую руну. Ах ты ж, укусили нас. Так, материал для создания. Нажимная плита. О, еще и материал сможем подобрать. Нормально. Камень пустоты. Зелье воодушевления. Отлично. Хорошо сходили. Мне понравилось. Зря признание тратишь. Лучше бы сначала предметы открыл. Я же ради экспериментов трачу. Что мне открывать-то? Его набить можно будет в королевском режиме вне стрима. В любое время. А ты нашел, где у тебя усиленные руны хранятся? В смысле, где они у меня хранятся? Я не терял, где они у меня хранятся. Чё мне искать, где они у меня хранятся? Какая разница? Ну, там же, где и обычные руны, в тех же местах хранятся. Туда же вставляются, в те же ячейки. Точно так же. Все одинаково, с ними разницы-то нету. Или ты про что? Погодка в Москве, солнце, дождь и гроза светит. Гроза светит, это интересно. Когда гроза светит. Вот у меня сейчас тоже дождь пошел. Ну, я от Москвы в 3000 километров. С каждым тыком свиток я прям физически ощущаю прилив заботы. Иногда имеет смысл встретиться с врагом, чтобы они скинули несколько новых мест. Так можно новые пещеры открыть. А, даже пещеры так открываются? Ну тогда да, конечно, имеет смысл. Сейчас проверим. А, что нам открывать? Вон она, открыта пещера. Странствующий торговец. Нифига, открыли нормально, да? Правда, у нас опять нифига нету. Так, а где тут руны так крутые? Тоже первого ранга все. Подожди, ну те как-то по-другому выглядели или нет? У того торговца. Ну, в любом случае, они тоже первого ранга были.
Кстати, жалко, что на рунах не показано, какого они ранга. На предметах вот мы видим у них вот... Как его закрепить-то? Короче, цифра 1 на щите нарисована, бронзовом щите. Цифра 1. Вот это первый ранг предмета. У них тоже есть ранги. Где-то я их... когда мы их в предмет вставляем или убираем, тоже там эти ранги появляются. Вот они. Малые руны, большие руны, огромные руны. Вот они, тоже эти щиты с рангами. А на самом почему-то нету. Вот почему на самом не рисуют. Тут рисуют, тут не рисуют. Ну, в общем, странные ребята, эти корейцы, или кто там их игру разрабатывал. Очко сброса Джендайя. Кто такой Джендайя? Тут разве есть такой герой? Джендайя. Что-то я не помню такого героя. Люциус. Ну, в общем, чё? Нифига тут нету. Погоди. Руна гамбита, ограничения. Так. Тип сопротивления. Во! 5 штук, да? Раз, два, три, 4, 5. Все беру. Так, и тут 3 штуки. Те, главное, можно было подряд нажимать, а эти надо отдельно каждую. Странные люди. Фокусы, могущество, проворство. Это мне не надо. Все, хватит с тобой общаться. Че, в дырку лезем? О, какой колчан интересный. Колчан с тупыми стрелами саламандры. +1 к силе. Усиленный предмет, ну да. 2 сопротивления огню. Кстати, это мало. А нет, 1-2 максимум. Ну да. Это там холоду и электричеству там по троечке. А огню и хаосу по двоечке. Максималка. Так, накладываемый тобой суммарный эффект яда увеличен на 4. Да ладно, хорошие стрелы. Жалко, что они на силу. Но если лучника через силу качать, то интересно довольно-таки будет. Нет, хреновая. Потому что это зеленый. Ты ее в синьку начнешь качать, у тебя слетит. Усиление слетит. Ну ладно, фиг с ним. Пока ломать не буду, потому что придумается. Компоненты. На ран, повышение морали, шанс. А что, она все у нас? Она уже у нас сидит. Шанс 12% получить дополнительную метку при взаимодействии. На 10% увеличивает максимальный радиус размещения меток. Нет, лучше дополнительную. Хрен там с ним, с этими 12%. Все залутали. Эссенция редкости. Замечательно. Мы что, проклятие получили? Проклятие хрупкости. Проклятие опустошения. Интересно. А что нам кого делать-то надо? Задание-то у нас какое? Выследи отступников, узнай, где расположены их стоянки. Там могут найти сведения о планах и возможностях. Выследи отступников. Это мне вот сюда надо попасть, что ли? Охота на отступников. Точно. 22 уровень, 25 уровень, 26, 23, 24. Охренеть.
27-й. А у меня 17-й, если что. Да, тут уже пахнет сложностью. Ну вон они опять, эти духи хреновые, которые фиг убьешь. Борис, хрен попадешь. Так, что мы сюда пока сбегаем? Непонятная зона. Зашел, посмотрел. Что нам ее подзорной трубой тратить? Чё? Солдаты Сикании стали здесь на привал, чтобы отдохнуть и перевязать раны. Они просят поделиться лекарствами. Их собственные запасы подходят к концу. Потерять 3 припаса, получить 50 очков расположения фракции. Замечательно. Ну, хпшечка. Это что-то интересное. А что тут сеткой что ли сделано? Мне это, я потом телепортнуться-то смогу домой. У меня припасов-то ограниченное количество. Не хотелось бы мне сдохнуть. Так, давайте, наверное, сюда завернем. На пути тебе встречается трехгранный обелиск. На каждой из его сторон высечен ванайский символ, окрашенный в определенный цвет. Окрашенный в определенный цвет. Да, синий, конечно, наши, все синее наше. Вон оно что, руны. Так. Цветные карты предмета превращаются в навык интеллекта. Могущество 0,1 ос при использовании. Да, вот это, наверное, интересно. 0,1 ос. Это мы прямо сейчас можем ее использовать на любую карту, которую вставим. Она будет нам очки давать. Ну вот, хотя бы зарядка. Подожди, это же зеленый. Нам надо синие, да, чтобы были слоты. Синий слот вот здесь вот в броне есть. И здесь тоже в броне. Так, это уже снаряжена. У нас там еще сопротивление, ничего не поставлено. Тут еще, короче, разбираться надо. Че, куда лучше, как поставить. Понятно. Сопротивление. Сейчас сразу повтыкаем тогда. Как попало, разумеется. Что нам париться? Все, сопротивление все воткнули. Я пока не знаю, по какому принципу качать сопротивление. Знаю, что 15 максималка. Ну, в общем, пока 15 не будет, я думаю, неважно, какой куда тыкать. Как-то так, пока что. Руны графически выглядят по-разному. Но это понятно, смысл-то в другом, что почему-то обозначения не сделали. Юзаем алтарь, я думаю. У нас только один. Ну, хоть один. Спалились. Спалились пустынные эти вихри, что тут враги сидят в них. В этих двух.
Ну что, через босса идем? Через бессмертных зачистим их? Или уже в следующей серии зачистим? Что-то я устал в эту игру играть. Напоследок сейчас вам покажу классную игру, которую я сегодня играл весь день. Вот без отрыва. Я не знаю, кто Каналию смотрит. Тому ее не надо показывать. Про некромантов. Так, что у меня там включено сейчас? Экран? Экран. Так, вот игрушка в Стиме есть. Некросмит. Ну, кузнец, короче, некрокузнец. Огонь! Вообще, мне понравился. Я не знаю, графики тут вообще никакой нету. Но при этом, не знаю, Аполлон жаловался, что типа мелко все. Но на самом деле тут вот это основное окно, где смотреть, собирать своих зомбаков всяких. Короче, ты появляешься в каком-то неизведанном мире. И благодаря тому, что ты некромантией владеешь, ты можешь в этом мире посылать своих миньонов, которые будут раскапывать кладбище. На этих кладбищах будешь добывать части тел. Из этих частей тел будешь соединять монстров. Ну, то есть голова, руки, торс, ноги. Все. Вот сколько там частей? Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот. Из 6 частей можно соединить любого монстра. Вообще без разницы, какие руки от одного, ноги от другого можно. Но здесь прикол в том, что если ты правильно соединишь, то монстр станет намного сильнее. Можно как попало собирать, а можно сильных собирать. И тут вот эта вот прокачка, рогалик игра, то есть тебя сметают. Первый раз ты выходишь, тебя минут через 10 смели волны, на тебя постоянно нападают орды. Потом через 20 минут, потому что ты чуть-чуть прокачиваешься. Короче, игра рогалик вообще классная. Давай еще пару боев. Не, ну если Максим Сергеевич просит, игра выглядит по-разному. Ну давай пару боев. Пару боев прям. Про руны я читал. Короче, рекомендую, если что, эту игру я купил даже. Я не нашел ее на рутрекере, признаюсь. Забил скачать где-нибудь. Короче, мне выкинуло вот сюда. На Steam пришлось в Steam покупать. Ну, посмотрел, что у меня там 70 рублей было. За 70 рублей я ее купил. Недорого. Зато париться не надо с этими обновлениями, с тем, что пиратка неправильно взломана. Знаете эти проблемы, я думаю, все. Пиратку скачаешь, не факт, что она нормально работать будет. Тут хоть голову не греешь. Так, намерения скрыты. Ловушки. Врагов передний ряд. Короче, нам вот в эти ячейки не надо вставать. В эту, по крайней мере, точно. Почему-то вот это тоже подсвечено красным, не понимаю почему. Так, просто займемся нагибом. Паучок. Пуфас. Наточу я свой топор. %75%. Этого выгодно долбить. Этого и будем долбить. Шипов у него нету, так что лови. Пассивку качаем. Пассивки я люблю во всех играх. Очки стратегии тоже подтянули. Так, -1. А, нет, показалось. Выжил, гад. Угу. Значит, его надо продолжать бить. А, наверное, слушай, живой песок, он, наверное, не воскрешается. Это воскрешаются только духи, наверное. Хрен его знает, сейчас проверим.
Этого выгодно долбить. А как же мальчик, девочка, зомби? Частей не хватает. Да, и девочек с сюрпризом не сделать, да? Пару боев и пойду в Disciples 2, поиграю для удовольствия. Disciples. Disciples, офигенная игра. Ну, я не знаю, я больше не могу в нее. Я ее прошел раза 3, наверное, полностью. А вторая, погоди, вторая это какая? Которая новая, беспонтовая, или которая старая, это вторая нормально? Третья Disciples есть? Какая-то из них последняя, самая говёная, прям я не могу. Ты в нее пошел играть? В говёную? Как ты мог предать настоящую Disciples этому недоразумению? Или не заряжаться уж, так долбить. Хороший удар. Прокачали до 3-го уже ранга. Кто куда у них бьет, что я вообще, мне уже пофигу вообще. Куда они бьют, слабаки какие-то. Чего они там делают? 3 очка укоренения. Они даже урон не наносят. Жесть. Лошпихи. Так, этот-то умер уже. Так, надо... А, ну птица туда, поэтому бьет, нормальная тема. Ну, пусть птица танкует. Третья часть говно. Вторая часть... А, вот! Все-таки третья часть вышла. Вот, да, согласен. Третья мне вообще не понравилась. Вторая часть Матлина. Там почти все юниты переработаны. Почти новая игра. Просто супер. О, я не играл. Мотлина. Мотлин это фамилия? Надо записать. Так, записал, если что. Так, а ты удивлялся, что кто-то еще в Тею играет? Тут вот до сих пор дисы вторые в тренде. Дисы вторые всегда будут в тренде, это как герои третьи. Классика. Почетная классика. Ты еще живой будешь? Давай лучше этого убьем. Ледяной ветер до максимума прокачали. Золотую карту. Золотая карта максимального ранга. Крутяк.
Броня нам не то чтобы очень нужна была. Праведный пендель, блин. Эти мешаются двое. Короче. Все, уже не мешаются. Ну смотри, вот все, которые песок, живой песок, они умирают сразу. А вот духи, да, духи возрождаются. Духи. Долбанем. Дедушка ранен. Как быть? А, у нас нормально. Хиллер там будет потом хилить. Хиллер, хиллер. Давай-ка хиль. Всё, всех отхилили. И очки стратегии еще восстановили. Замечательно. О, 18 уровень. Шматье. Так, говёное. Сразу распылять. Дедушка, у него очки навыков появились. Так, либо вот это открывать, инкрустацию таланта. Помните там пропета. Песня пропета. Так, сейчас мы сюда пойдем, и будет 3 пета сможет она вызывать. Там откроем эту ячейку. Потом, на 19 уровне откроем. Так, можно сразу ей открыть в картах синергии. Импровизацию тоже. Я не знаю, может быть убрать эти нафиг импровизации, я их вообще не юзаю. А это же карта лишняя. О, погоди, не лишняя. Она вне очереди, что ли, они добавляются? Слушай, если они вне очереди, то ладно. Шут с ними. Так, что тут у нас качнем? Заточить можно карту. Можно вот тоже на синергию выйти. Да, ну давайте, наверное, лучше посмотрим серебряную или золотую карту еще какую-нибудь новую. Ой, погоди, это не то. А где у нее это? Ромбик новый. А, то есть у меня сейчас пока не хватает. Еще одно надо очко потратить все-таки до ромбика. Ну тогда заточим, пожалуй, что вот так вот. Отточим. Заточка это немножко другое. Вот пассивка, да, когда ты лечишь союзника, он получает 1 скрита. Пассивку можно 2-го ранга сделать. Погоди, она что, серебряная, что ли? Так вот кому надо было карту качать. Но мы ее потом прокачаем. Серебряную карту. Сделаем так. Убрать модификатор сохранения. Не сохраняется в конце хода. Исходные показатели увеличены на 50%. Бонус к характеристикам статуса увеличен на 25%. Ну, что-то хрень какая-то. Ну, 0,2 ос пусть будет.
Ну нет, я бы что-нибудь другое отточил лучше. Ну, тут нету больше серебряных и золотых. А, погоди, я ж круг очищения еще не затачивал. Ни один. Так, получить модификатор сохранения. Сохраняется в руке в конце хода. Можно сбросить в свой ход. Получить модификатор волна. Шансов 20% получить 1 очко действия при использовании. То я думаю, волну лучше возьмем. Юзаем мы ее редко, но если заюзаем, то очко действия еще получим. Нормальная тема. Так, а у деда что сделаем? Я не понял, а у деда вот есть... А, я его не ставил. Раз, два, три, четыре ромба. Раз, два, три, четыре. Ни черта не понял, почему у деда... А. Почему, да, почему у деда одно дополнительное есть? Странно. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, здесь что-то есть интересное или нет? Во втором-то пункте. Так, как нам посмотреть? Для деда. Так, 2 очка сопротивления холоду. Если мы деду будем брать. Ослабление урона от твоих очков озноба длится на 1 ход дольше. Вот что это значит? А, ослабление урона на 20%, который понижается. Понятно. Эффекты исцеления увеличиваются, количество призванных существ. Вот это мы возьмем нашему питоводу. Огня, холода или молнии дает критический удар, равный модификатору интеллекта. Вот это мы возьмем, наверное, деду. Зловещий подарок. Вот это нормальная тема. Или вон карту можно воплощение взять. Ну давайте, наверное, зловещий подарок сначала. Так. Лас, привет. Бобра тебе тоже. Поздно зашел. Да, поздно. Поздновато. Мы сейчас заканчиваем. Еле дар остановили. Уже порывался свалить. Паспорт отобрали. Заставили дальше стримить. Есть такое дело. Так. Читал книгу на 1 навык. Потому что ты когда-то... Думаешь? Ну да, наверное, слушай. У меня там, по-моему, еще в хранилище одна книжка лежит на навык. Так, все-таки сделаю я вот эту штуку, зловещий подарок. Критический удар. По порядку буду кастовать. Ну, плюс 1 к урону от заклинаний тоже интересно. Это вот стабильный будет урон. Ну, всего 1. Восстановление хп. Зато как бы вампирик, да? Что-то вроде вампирика, черный жнец. Зловещий подарок. Или черный жнец. Давай черный жнец. Ну его нафиг. Оно безопаснее. Так оно безопаснее будет. Ладно, пойдет. Так, что последняя битва у нас осталась? Мне Максим Сергеевич сказал пару боев сыграть. Приказал. Так что будем пару боев играть. Ты натыкаешься на нестабильный разлом и видишь, как в нем отражается множество реальностей. Они потрескивают от мощной энергии, сталкиваясь друг с другом. В центре безмятежно парит сияющий артефакт. Приблизившись к нему, ты ощущаешь, будто кто-то оценивает твои достоинства. Кто мне это под штаны заглядывает? Оценивает мое достоинство. Так, признание потеряно. Получить предметы. Не хочу потерять признание. Предметы я и так выбью. Так, вот последний бой. Лощарий. О, что, новый какой-то объект? Оазис. В конце хода существо на этой клетке восстанавливает 3 очка здоровья. 98 ходов длится.
Угу. И пылающая земля. Один ход длится. Подожди, а что она накладывается, где написано? Каждый ход на разное место. Где это написано? Нигде не написано. Что-то еще же где-то раньше писали или нет? В журнале нифига нет. Ну ладно, неважно. Итак, осилим. Так. Давай, наверное, по центру поставим нашу птицу. Чтобы она дотягивалась до любого противника. Защиту на себя бы поставить. Так сделаем. Вот блин, у меня белобрысую надо качать что-нибудь, какие-нибудь ей карты еще на канал надо взять, потому что у нее сокол, и каждый удар ей приносит очки канала, которые мне некуда потратить. Надо ей какие-то карты иди сделать, все-таки выбирать, сориентироваться, сконцентрироваться на этом деле, чтобы комбинации получились нормально. Пока она реально не особо полезна в бою. Шипы. Тебя разрядить, что ли, точно? Твои шипы разрядить. Ух ты! А босс-то тут больно бьет. Мини-босс. Скрытая атака у него была, интересно. Сейчас будем хилить. Если что, воскресим. У нас карта на воскрешение есть. Так, еще один птиц. Если я это кастану, меня же можно будет хилить? Да, наверное, можно. Волна. Очко действия получить могу. Ну, наверное, не больше, чем у меня есть, да? Надо сначала очки действия потратить эти тогда. Так, сейчас, наверное, мы тогда вот так сделаем. Блин, забыл. Че вот этот синий? А, 0.1 ос. Да, нормальная защита.
Так, этого убили. Босса бы убить. Блин, надо было сместиться, там подо мной огненная земля, даже не заметил. А, ну у меня там реген, так что все нормально. Барабаны на эту землю огненную. А, слушай, а почему реген не снял ожог? У нее ж пассивка должна быть. Полная забота. А, во время нанесения регена он снимает. Точно, точно, точно. Ой, 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 тихо, так, тихо, тихо, тихо. Так. Сначала хил. О, замечательно, все снял и всех отхилил. Получил критический удар, заряд. Теперь в нос можно бить. Помню, говорили, зачем ты хилеру на атаку карты берешь, качаешь. За надом. Вот пока бьемся, хилишь очень редко. Хилить редко приходится. И в эти перерывы надо чем-то заниматься, девушки мои. Иначе она заскучает. Снегурочка. А если Снегурочка заскучает, она такая дурочка становится. Налево куда-нибудь пойдет, делать всякую фигню начнет. Знаете, почему в армии солдат заставляют всякой фигней страдать? Чтобы они не начали сами находить всякую фигню, которой будут заниматься. Так. Все. Теперь-то. Меня отпускаете? Пойду дальше некромансера рубиться. Игра огонь. Всем рекомендую. Я бы на нее даже постримил, но я думаю, те, кто меня смотрит, мало кто в такую будет смотреть. Ну, блин, хотя вот игра вообще четкая. Ну да ладно. Касательно этой игры, опять же, напоминаю, нам в будние дни надо набрать всего лишь... Что там мне это самое не открывается-то? Всего лишь 19 лайков. Это зависит от количества подписчиков. У меня тут множитель, вот 2% идет. 19 лайков мы набираем. И то есть завтра снова Guardian Quest играем. А сколько мы там уже набрали-то? 14 уже набрали. Ну вот, наверное, вряд ли наберем. Ну, значит, чуть попозже поиграем. Если вообще наберем. Ну, наберем, поди. Что за Некромансер? Некромансер — игра огонь. Игра, которую я у канале увидел. Там один из стримеров. Вот это вот. Ну, она Некросмит. Кузнец-некромант. Ну, в общем, заходи, смотри. Некросмит. Я не знаю, как ссылочку кинуть. Наверное, надо в чатик. Чтобы все могли пройти, посмотреть и заценить. Ну, могу, конечно, запустить, показать, но не знаю. Смотрите сами. Так, в общем, наверное, все. Я отрубаюсь. Если что, ищите меня, пишите мне в чат, в комментариях. Все. На этом я заканчиваю. Всем, впервые слышишь, потому что она только вышла, 70 рублей стоит. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.